Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. 500-й подписчик получит от нас 500 рублей. Сегодня у нас на обзоре будет «Красная шапочка». Угу. Женская сказка. Жила-была девочка, у которой жила-была, занималась всеми делами. Угу. Росла потихонечку такая. И вдруг она решила познать свое бессознательное, пойти в лес. Ну, как это вдруг она решила? Ее мама послала Ее мама к послала. бабушке за пирожками. Бабушка заболела. Вот видишь, здесь уже такая интересная конструкция выстраивается. Одни женщины. Да. А вот где мужское, интересно, вот этой красной шапочки нету? Ну Отца как, там. а волк? Не, а отца-то нету в Ну, семье. отца нету, а волк есть. Волк есть. Он, получается, в роли отца уже. Ну, отцовское, да, такое. Отцовская такая животная часть, какая-то агрессивная. Поглощающее. А, вот, значит, поглощающая. Ну, она съедает же. Но здесь Ты вообще права. интересный сюжет, да, в плане того, что обычно к бабушкам идут для чего? Для того, чтобы опыт какой-то получить, видимо. Ну, ты к бабушке идешь опыт получать. Поесть. Поесть, да? Отдохнуть. Поесть, отдохнуть, то есть напитаться, наресурсироваться. А здесь наоборот. Бабушка больная. Мгм. Здесь надо бабушке ресурсы дать. Бабушке ресурсов дать, да. У бабушки ресурсов нету. Но самое интересное, да, шапочку-то девочке кто дал? Бабушка ей связала. Бабушка? Да, по-моему, бабушка связала, и мама одела. А. И опять-таки не просто так красная шапочка. Да, я хотел спросить, я так и не понимаю, что она значит вообще красная шапочка? Ну, красная – это символ красоты, сексуальности, энергии такой женской. Да. Шапочка, видимо, прикрывает. Когда наступает красота, сексуальность, опять у нас подростковая сказка. Да, то есть переход Когда такой переход. от ребенка уже Да, к зрелости. к зрелости, все верно. Шапочка голову прикрывает, отключает мозг. Ну да, прячет волосы, Да. дает созреть. В общем, я так Да, понял. ну, она показывает то, что да, ты на шапку видишь издалека. Мгм. Она показывает то, что девочка созрела. В каком она статусе, в общем, В каком показывает. статусе, да. Шапочка про статус всегда. Шапочка, сапожки, башмачки — это статус. Очень же много сказок про красные башмачки. Там тот же самый Емеля обещали привезти красный кафтан и красные сапоги. Ну, то есть вот это возраст полового созревания. Как интересно, он закодирован в красном цвете, возраст полового Да. созревания. Цвет проявляет, что сейчас происходит. Какое состояние, в общем, Да, такой индикатор. ты знаешь, есть такой русский фильм 23-го года выпуска, такой отснятый не очень хорошо. Ну, мне не понравилось, как отснят, это мое такое мнение, но при этом там очень классно показываются вот такие архетипические сюжеты. «Танцуй, селедка». И там тоже есть красные башмачки. То есть девочка хотела красных туфелек. А ведь, да, вот эти вот... Ну, вообще женщина манит красные туфли. А когда женщина одевает красные туфли или красный цвет на себя, это же привлекает мужчину. Абсолютно. Красная помада. Да, Это да, прям да. очень вызывает Да. мужчину. Ну, вот вызывающе Да. выглядит. И туда Что-то красную конечно. шапочку и в лес. И говорят, ни с кем не разговаривай. Ни с каким мужчиной. Да, то есть ты уже проявляешь себя, но нет, нельзя, запрет, Не контактируй. не контактируй. А тут это не получилось никак не контактировать. Угу. Волк приходит к бабушке, ее поглощает. Ну, сначала давай расскажем, что все-таки сначала она столкнулась с волком в лесу, Мгм. и он ее не съел, а решил сделать хитрый план. Съесть сразу двух. Сюрприз устроить. Да, съел сначала бабушку, Поглотил, то есть старая женская. да, поглотил. Растворил. Старое, больное. Она же еще и больная была. И больная, да. Да, то есть он сначала эту часть поглотил. Потом переоделся Угу. в бабушку, Да. притворился больным. То есть он шапочку как бы подпустил поближе, Да. чтобы она поверила, что он бабушка. Угу. Он ее съел. Но здесь еще такой мотив, да, он же когда съедает, она, получается, у него попадает в утробу, Мгм. волка в утробу, и начинает вынашиваться. Что бабушка вынашивается, что красная шапочка вынашивается. Она в такой позиции, в позиции, Как будто бы он их защищает. Вот агрессия вот Да. эта отцовская. да, отцовская защищающая, то есть допитывает родовой слой. Но там же прибегают охотники, дровосеки. Там есть варианты тоже
опять-таки, разный перевод будет по-разному. Где-то там есть дровосеки, а где-то есть охотники с ружьем. Ну, С дровосеками, да. Мне больше версия нравится с дровосеками, потому что там есть такой инструмент, как топор. Топор, когда встречается топор, это умение управлять своей агрессией. То есть приходит тоже мужское, тоже с отцовского слоя. И, какая-то отцовская часть даже. да, отцовская часть уже не инстинктивная, как волк, а уже такая живая, человеческая часть. И разрубает, и выходит. То есть они, допитавшись, довынашивающиеся, начинают уже дальше жить. То есть как бы волк, он здесь лечащий, да, исцеляющий. Я, кстати, вот обратил внимание, что бабушка забыла про свой недуг. Да, я тебе и хотела сказать, что после этого-то бабушка не жаловалась. Все у нее было хорошо. Как здоровье, да, все отлично. Да. Ну, то есть вынашивался, и вот этот опыт просто Красной Шапочке дальше не надо перенимать опыт одиночества. По сути, мать одинока, бабушка одинока. В разных местах разбросано. В разных местах это хорошо, это сепарация называется. Но я имею в виду совсем так через лес. Нормально. Можно и подальше. Вот. Но смысл в том, что вот эта вот история про одиночество и про встречи, да, если мы переводим это на внешний мир, встреча с агрессивным мужским, то есть я постоянно встречаю, попадаю в какие-то абьюзивные какие-то отношения. То есть если вот бабушка больна, да, если то есть женский род болен. И в нем только одни бабушки, им нет мужчин. Да, им нет места мужчин. И там интересно завершается то, что волку набивают камнями, да, то есть брюхо набивают камнями, то есть набивают неким родовым опытом, родовым, закаменелым, таким непрожитым. Это вот как раз камень, значит, да? Да, для того, чтобы это все переварилось, чтобы агрессия переварила. Но если дальше начать фантазировать в этом месте, то есть то для чего? Чтобы все это преобразовалось, да. Вот есть... Здесь можно сказать то, что женский род вот этой Красной Шапочки всегда отвергал мужское, негативное вот это животное. Мужскую агрессию, да. Но оно же не просто так в лесу оказалось. Именно в инстинктах. И дровосек в лесу оказался, да, то есть и рубящее, да, то есть добывающее мужское, там же строящее мужское, тоже в бессознательном, тоже все в лесу. И поэтому вот сидели все ждали друг друга. На выживании, да, то есть вот это вот слой потребностей, пирожки. То есть женское все время что-то хотела потребить. Заесть, иными словами. Да. То есть какой-то стресс, какую-то проблему. Скорее всего, проблема одиночества. Да. Заедание. А тут, кстати, очень пересекается с современным миром. Конечно. А очень ты знаешь, много. Когда ты начинаешь разбирать сказки... Что-то я много красных шапочек в метро замечаю и на улице просто. Да. Не прожитая отцовская агрессия. То есть невозможно было войти в эту... И неполные семьи как раз. Вытесненное мужское приходится самим. И мужское агрессивное, и мужское добывающее. То есть то, что не может справляться с агрессией, то, что может справляться с агрессией. Ведь если посмотреть, волк, да, вот функция волка в природе, он же это какое животное? Добывающее. Хищник добывает, да. Да, он просто так драться со всеми не лезет. Волк — это благородное достаточно, дикое, благородное животное, умное, да, добывающее себе пищу, живущее в стае. И у них там иерархия есть. Там очень красиво все. И то есть, если смотреть во внутренний мир, работа с внутренним волком не просто так бегущая с волками. Работа с внутренним волком — это работа вот с этой дикой силой, дикой, добывающей, неопознанной силой, архетипической такой, первозданной. И дальше ее приводящий в человеческий вид, в живое, в эволюционный, более высший эволюционный слой. Я так могу, в принципе, сделать вывод, что если какой-то опыт в жизни не прожит, то будешь встречаться с проблемами, пока это не примешь и не проживешь. Конечно. И проблем будет только как снежный ком накатываться. Они просто будут в разных вариациях проявляться. Если ты не проживаешь агрессию, то есть волк — это же еще защищающее, да, и это граничащее, показывающее свои границы.
То есть на территорию волка ты не влезешь, не войдешь. То есть у каждого зверя есть своя территория, у каждого зверя есть свои границы. Красиво же. Очень даже красиво. Мгм. И представляешь, это во внутреннем мире тоже есть такое. А если мы пофантазируем? Давай. Давай пофантазируем в этом моменте. Потому что, в принципе, мы сюжет раскрыли. Так Очень, или иначе. очень красивый волк, Иван Царевич и Серый волк. Да, ссылочка будет здесь. Мгм. Мы ее разбирали. Там тоже добывающий волк. Он все ему добыл. Все добыл, везде провел, везде все порешал. Если здесь он такой вынашивающий больше, то там будет Поглощающий. поглощающий, то там будет добывающий уже Бабушку другая. поглотил, дочку, внучку поглотил. Внучку. Внучку поглотил, камни поглотил. Одна мать ни при чем осталась. Одна мать такая, я здесь это просто посижу. Мгм, мгм. Она даже не в курсе была, что там произошло. Ну да. Ты знаешь, самое интересное, сейчас есть сказки о том, что а, волк не поглотил бабушку, и дровосеки не пришли. То есть вот этот процесс сокращают до минимума. Чтобы только, наверное, скрыть вот эту агрессию, убрать. Да, да, да. А чем больше убирается агрессия, Тем больше она копится в теневой части, мне да, кажется. да. Тем больше она копится в теневой части, и то, что происходит периодически, да, если там начинается поломка машин, поломка там света, воды, то это тоже агрессия выходящая. Пальцы там начинают сильно резать вдруг. Да. Такие жертвенности. Мгм. Это не выраженная, не проработанная агрессия. А это же творчество. Непроработанная агрессия — это те же самые деньги, это то же самое творчество, это тот же самый выход. И то же самое сексуальность, агрессия. Ну, в сексуальности это вообще жизнь. Это хочется сказать, да, было в Советском Союзе. Секса нет, а дети есть. Да. Как одно без другого появилось, непонятно. Ну вот, секс — это жизнь. И нормальные отношения, они приводят к нормальной жизни. И энергия тоже очень большая. Ну, это сразу повышение. Я вот хочу пофантазировать. Ну, давай, фантазируй. Хочешь, не Красная отказывай шапочка, она тебе в прямо- удовольствии. Прямо для того, чтобы фантазировать. Но не о том, что вы подумали. Это не фильм для взрослых. Нет? Смотри, красная шапочка прожила этот опыт, то есть она приняла Мгм. поглощающую отцовскую часть, вот эту энергию. Плюс приняла вторую часть, ну, более позитивную. Защищающую. Да, защищающую. Какой вот- Появилась защищающая часть. Какой вот, я так понимаю, позитивный выход должен случиться этой красной шапочки в конце этого сюжета? Выход в нормальные отношения, то есть она будет отличать, да, вот если мы говорим о том, что по проживанию этого сюжета она сможет отличать мужчин, тех, которые будут ей пользоваться, те, которые будут на нее агрессироваться, у нее просто появляется защищающая отцовская часть. К ней такие просто подходить не будут. Скрытые абьюзеры разные, да? там? Да. Возможность более честных отношений с мужчиной, да, то есть более открытых отношений. Вообще есть еще такой мультик, называется «Недобаюканная». Вот если в родительской семье женщина, да, не доласкана, не понята отцом, не увидена отцом как красивый, да, достойный, то в жизни она будет того же самого ждать от мужчины. Вот, Чтобы он ей рассказывал это. Да, чтобы он ей это сказал. То есть у нее нет опыта принятия себя, у нее нет опыта защищенности. То есть и сказка вот дает защищенность. А если мы говорим про мультик «Недобаюканная», то там вот этот вот момент классный, там ее муж это видит, понимает и дает пространство, делает исцеляющее ей пространство и добаюкивает. Очень И красиво. она тает, да. То есть это там тоже такая некая мужская утроба. А еще, кстати, ты мне сейчас начала рассказывать про недобаюканность, про непринятие себя. Мгм. И я вспомнил еще один сюжет очень интересной сказки, где главная героиня общалась с зеркалом по фейстайму, спрашивала, я самая красивая или нет. Так это Непринятие какое-то это же, ну да, это же и сюжет «Белоснежки и 7 гномов», Мгм. да, там «Еле на свете всех Милее милее, там. всех прекрасней и мудрее», да. И если мы опять-таки посмотрим на «Спящую красавицу», ну там тоже есть вот это вот, не на «Спящую красавицу», больше, наверное,
на Белоснежку, опять на ту же самую, когда засыпает, добаюкиваются. Мгм. То есть вот этот момент еще о прохождении трансформации в плане того очищения от родительских структур. Переход на свои рельсы. Да. Именно туда. Это хорошо. Взросление, одним словом. Мгм. Ну что, вот мы и совершили этот переход интересный вместе с красной шапочкой через лес Ну, вообще, к когда волку. сказку эту проигрываешь или когда ты ее прорисовываешь, очень много интересного проявляется, а что-то в твоем в мире связано с агрессией. Отрицаешь ли ты ее или наоборот Вообще, принимаешь? В агрессивной ситуации попадают чаще всего люди, которые отрицают агрессию. то есть даже ты имеешь в виду вот эти все ситуации, когда к ним применяют агрессию посторонний, да? Мгм, То есть мгм. это и у них отрицание, и они, Да, чаще всего. как говорится, им судьба подкидывает, чтобы они это приняли. Увидели, да. То есть ты не увидишь это во внутреннем мире, значит, через внешний будет проявляться. Прикольно. Да. Ну как прикольно? Это кому-то прикольно, кому-то Но это не по-разному. очень приятно. Да, эти события, Да, это конечно. теневые части. Есть очень классная книга про юнгианских аналитиков. Аналитика, я не помню автора, нищий, калека и еще кто-то там. Калека, нищий. Ну вот, Мгм. вот такая вот моя память. Но смысл в том, что вот это принятие теневых частей всегда дает потенциал, то есть всегда дает развитие. И чем больше принято теневых частей, тем устойчивее в материальном мире. Ну, тут я могу только проложить логическую такую дорожку, потому что тебя не Мгм. будут отвлекать вот эти все негативные события, которые будут окружать Ну, тебе все равно. непринятые части. Ты Ну, их то есть примешь и просто ты вот знаешь, как что свободная они, поляна. да, ты знаешь, что они есть, но будешь сконцентрироваться на своих целях и на своих задачах. Кажется, даже цеплять тебя не будут никакие события. То есть достаточно адекватно в сознании будешь их переживать, не впадать Мгм. во всеобщую панику. И истерику. Да, это очень важно. Когда вот у тебя вот эти вот части внутреннего защитника, внутреннего добытчика есть. То есть ты в любом случае найдешь варианты решений. Очень полезная сказка, позитивная. Мгм. Особенно про принятие частей своих Мгм. негативных, теневых. Ну, вообще сказки очень часто про это. Особенно полезно девочкам, и девушкам, и женщинам, Да? у которых так не сложились отношения. То есть Мгм. где-то они до сих пор красные шапочки. Ну, Где-то где что-то они до сих пор бродят в лесу и даже к в бабушке не выйдет. лесу, да, даже к бабушке не могут выйти, чтобы столкнуться как раз с этой агрессивной частью, потому что эта агрессивная часть находится где? В В домике у доме. бабушки и притворяется кем? Волком. Бабушкой. Бабушка. Ну, она же притворяется, Я сказал волком. бабушка притворяется волком, вернее, волк притворяется бабушкой. Мгм. То есть агрессия идет таким образом, что как будто бы это бабушка. Как будто позитивное что-то. Да, ты меня видишь? Спрашивает. Ты меня слышишь? Да, то есть насколько ты в контакте со своей агрессией? Мгм. Видишь, слышишь? Будьте в контакте со своей агрессией. Ну, это да. И мир станет Ну, когда вы в позитивнее. контакте с чем-то, вы можете этим управлять. Если это вы не в контакте с какой-то энергией, то все. До свидания. То жди каких-то интересных событий. Мгм. В кавычках. Да.